Привет, девочки! Вы на канале Мира Ашут. Здесь мы вяжем интересные необычные вещи. Вместо 1000 слов, да? Вместо 2000 слов. Это легендарная сумка, мне кажется, вы ее видели 100% в интернете. Это что-то на прекрасном, что-то на сказочном, что-то на волшебном, что-то на таком: «О боже, мне срочно это надо». Это больше по размеру, это меньше по размеру. Вяжутся они абсолютно одинаково. Все зависит от толщины нитки, от крючка. Я расскажу об этом дальше. Но просто, я ее просто только что довязала, я еще ей не любовалась, и мне хочется повесить ее вот так сейчас на стену, просто сесть и смотреть на нее. Вот с этой сумкой, знаете, хочется летом одеть кеды, взять ее, она такая мягкая, она как какая-то замшевая, как вторая кожа. Ее хочется прям взять летом и все лето в ней гонять где-нибудь по берегу моря. С этой сумкой хочется одеть какое-то нежное платье и просто пойти в парк Горького и гулять рядом с фонтанами. Короче, девочки, погнали! Итак, что нам понадобится? Смотрите, я очень долго подбирала сюда пряжу. Я связала два варианта, на самом деле есть еще и третий вариант. Поэтому мастер-классов не было 2 недели. Я хочу сделать его идеально. Итак, вариант номер 1. Эта сумка больше по размеру. И мне понравилась эта пряжа, потому что тактильно она как замша. Ну, то есть, я не знаю, она очень приятная. Она прям мягкая, такая какая-то плюшево-замшевая и кайфовая. И она такая достаточно большая получилась. Мне кажется, если сделать длиннее ручку и носить ее летом через плечо, это будет огонь. Пряжа вот такая. Я вязала в 2 нитки. Смотрите, 100 грамм на 200 метров. То есть это получается, если в 2 нитки, то 100 грамм на 100 метров выходит. А состав здесь у нас хлопок и акрил. Ну, в принципе, отлично. И крючок был номер 5. Вот в 2 нитки это пряжа, крючок номер 5. Нужно 4 мотка, если вяжем так. Второй вариант. Вот такая пряжа, она более жесткая. Это, по-моему, 100% хлопок. Сейчас найдем. Да, 80 хлопок и 12 металлик. 50 грамм на 130 метров. Я тоже вязала в 2 нитки. И это выходит 100 грамм на 130 метров. То есть тоже плюс-минус 100 грамм на 130 метров. Сумка получается такая жесткая, знаете, вот как соломенная шляпа бывает. Ну, такая мягкая. А для лета, мне кажется, это вообще будет супер. Она прям такая твердая, жесткая, но жесткая не отталкивающая, а такая достаточно приятная. Крючок вот к такой пряже, когда вяжем 2 нитки, нужен 4,5. Туда и туда нужны будут маркеры в любом случае и ножницы. Касательно пряжи, вы можете вязать из любой другой пряжи. Вам нужно, чтобы в общей сложности она пришла 100 грамм на 100 метров, была рядом вот с этим значением. Потому что я попробовала связать, сначала, смотрите, я сначала связала эту сумку, мне показалось, что она намного больше той, которая на картинках. И я решила связать такую же из одной нитки. То есть все то же самое, все те же самые расчеты, но из одной нитки. Посмотрите, что получилось. Вы видите, какая разница? Они один в один вообще одинаковые. Просто это из 2 ниток, а вот это из одной нитки. А все связано то же самое. И насколько она маленькая, да, вышла. Крючок здесь 3,5 был. Самый средний размер оптимальный, это вот получилось. Она прям такая, блин, а мне бы метр, если бы был, я вам размер бы показала. А у меня нет метра. Есть линейка. Она получилась какой-то углами еще. Ну вот если эта часть где-то 20 на 34, а вместе с ручкой, ну около 40 получается, видите. А вот эта вот сумка получилась, ну здесь, видите, больше 40. Здесь в короткой части 25, ну то есть она такая вместительная, прикольная. В общем, думайте сами, решайте сами. Вариантов масса, но надо вязать все-таки, наверное, из 2 ниток, либо из одной толстой, потому что из одной ниточки это вот, это крошечная, вообще не знаю, какая-то, как детская. 29 на 16. Ну да, это чуть больше, но все равно она прям приятная. Ладно, выбирайте, смотрите. И присылайте в Телеграм, показывайте, что у вас получилось. Мы с девочками поглядим, порадуемся. Погнали!
Смотрите, хочу показать, что делать, когда у вас заканчивается нитка, и как я связываю, чтобы не было болтающегося кончика какого-то сильного, или она не развязывалась. Вот клубок, нитка от клубка, вот нитка от сумки. Неважно, какая сверху, какая снизу, просто, да, положили вот так вот. Вы берете эту нитку, обматываете вокруг нитки от клубка и завязываете. Завязываете эту об эту. Ну, сейчас еще раз покажу. Завязали. Потом берете нитку от клубка, обматываете и завязываете ее же об себя. Ну, я надеюсь, что мой русский вам понятен. Завязали. Потом берете и вот так стягиваете. Подтягиваете все хорошо. И ее можно, в принципе, обрезать прямо под самый кончик. Развязаться она не должна. Вот. А мы будем вязать в 2 нитки. Берете нитку от одного мотка, от второго, складываете и делаем обычный узел. Просто обмотали и вытащили. Ну, в общем, просто самый обычный узелок. Ниточку оставляем маленькую, мы ее будем убирать. Одеваем сюда крючок. Это не первая петля, это 0, и это никогда не считается. Нам нужно набрать 12 воздушных петель. Мы кладем нитку на палец и просто протягиваем ее через эту петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, у нас получилось здесь 12 таких косичек. То, что на крючке, у нас не считается. А теперь мы будем вязать вот сюда, в обратную сторону. Смотрите, первая косичка, из которой выходит вот эта петля. Вот, первая косичка. Она нам не нужна, это наш бок. Мы находим вторую косичку, и во вторую косичку крючок вытаскиваем и через 2. Дальше следующая косичка. Крючок вытаскиваем через 2. Следующая косичка. Крючок вытаскиваем через 2. Это мы сделали 3. Всего у нас будет 11 в этом ряду. 4. В каждую косичку делаем. 5, 10. И вот последняя у нас косичка перед узелком 11. Провязали. Разворачиваем сюда. Теперь мы будем вязать в обратную сторону. И все вязание сейчас будет заключаться, что мы вяжем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. В каждом ряду у нас будет ровно 11 обязательно. Чтобы начать вязать новый ряд, нам нужно провязать одну петлю подъема. Нам нужно провязать одну петлю подъема. Мы просто, да, сюда провязываем еще раз. Это наша такая боковая стеночка получается. И вяжем здесь вот сюда, вот в первую самую дырочку. Вот она. Прям сразу после вот этого бока первая дырочка. Тут ближе ничего нет. 1, 2, 3, 4. Давай сейчас до конца довяжем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Также провязали, развернули, сделали петлю подъема и вяжем опять 11. Всего нам нужно с вами провязать так 32 ряда. А я когда провяжу 32 ряда, я покажу, как это выглядит, как их считать, чтобы вы не спутались. Сейчас мы провязали 2. Все, сейчас провязываю и включаю.
Давайте я вам покажу на таком примере, более большом, как считать ряды. Видите пупырышки? А между ними вот как бы галочки, вот галочки. Один ряд — это вот один ряд и вот один ряд. Пупырышка за ряд не считается. То есть в такой вот ячейке, да, 2 ряда. Раз, два. Вот еще 2 ряда. Тут 4 получается. Удобнее считать по ячейкам, вот по таким. Теперь смотрите. Видите? Вот ячейка, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Здесь 16 ячеек, либо 32 ряда. Я надеюсь, с этим мы разобрались. Вам нужно связать точно такое же полотно, как у меня. Дальше. Сейчас мы его обвяжем по кругу и немножко расширим бока. Что нам для этого нужно? Мы делаем петлю подъема. И смотрите, наш рисунок состоит из таких вот дырочка, бугорок, дырочка, бугорок. Видите, да? Вот бугорок с такими перемычками и потом дырочка, бугорок, дырочка, бугорок, дырочка. Первую мы провязываем не в бугорок сюда, а вот сюда вот в дырочку, в самый край. Ой. Прям вот здесь под нашей петлей мы находим крайнюю вот здесь дырочку и в нее сюда провязываем. В это место, в которое мы сейчас провязали, нам нужно одеть маркер, чтобы мы не потеряли наше начало. Вот сюда вот в первую нашу петлю, провязанную в эту, засовываем и одеваем маркер. Дальше. Следующий мы вяжем, где у нас бугорок как раз уже. Вот, прям под него, видите я, да? 2. Следующий у нас, где дырочка. И мы вот так вот... Ой, сейчас не провязалась. Потом опять, где бугорок. И мы вот так вот чередуем до самого конца. Поняли? Дырочка, бугорок, дырочка, бугорок. С краю прям вот последние крайние дырочки. Давайте так провязываем ближе к концу полотна. Там я включу и покажу, как мы сделаем небольшое расширение. Все, вот здесь вот на этом кончике с вами встречаемся. Смотрите, я сейчас вот здесь вот, да, на впадинке у меня остался бугорок и опять дырочка в конце. И, значит, в бугорке я провязываю одну обычную. А вот в верхушке, в самой верхней, вот здесь вот, в самой верхушечке, я провязываю 3 раза в одну и ту же штучку. Я нахожу вот самый верх и в нее провязываю 1, туда же провязываю 2, туда же провязываю 3. Теперь вяжем сюда 10. Последний у нас будет 10-я как раз. В верхушечку. 1. Следующее. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И вот у нас осталась последняя наша 10-я дырочка. В эту 10-ю дырочку мы провязываем 3 раза в одну и ту же. Так мы будем в каждом углу сейчас делать, только в одном этом ряду. 1, провязали. Туда же провязываем 2. И туда же мы провязываем 3. В одну и ту же. Теперь смотрите. Вот эту ниточку, которая у нас осталась, я ее кладу вдоль вязания и буду сейчас ввязывать в это вязание, чтобы, ну, она там спряталась. Не всю, я ее чуть-чуть ввяжу, потом отрежу кончик. Просто, чтобы она нам не мешалась. Кладем, и вот начиная с ряда с пупырышками, ниточка та у нас вдоль вязания, и также чередуя пупырышко и впадинка, мы вяжем до конца этого ряда. Провязываем до конца все эти петли. И в этом углу мы опять будем делать 3 в 1. Давайте довяжем до этого угла. И я здесь включу
вместе его провяжем и закончим этот круг. Я покажу, как заканчивать. Все, сейчас свяжем вот сюда вот до конца. Вот я опять дошла до конца уже этого бока. Ряд с пупырышками мы просто провязываем. И у нас остается вот она верхушечка. Мы находим сверху крайнюю ее косичку, вот она. И в нее провязываем 3 раза. Раз. В нее же 2. И в нее же 3. Провязали. Теперь вяжем вот сюда вот 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот последняя. В нее мы провязываем 10. И туда же мы провязываем еще 1 раз. Не 2 раза, как мы до этого делали. Сюда у нас будет не 3 раза провязано, а всего 2. То есть еще 1 раз сюда вяжем. 1. Все. А теперь мы в наше место соединения. Вот это, видите, где у нас... Мы сюда 2 раза провязали, потому что 3-й раз от этого бока, он вот здесь вот уже находится. Ну, вы потом поймете дальше в вязании, почему так. Смотрите, сейчас нам нужно соединить. Как мы соединяем? Вот у нас одет маркер. Мы снимаем маркер. В это место, где у нас был маркер, мы засовываем крючок. Вытаскиваем нитку. И эту же нитку протаскиваем вот так вот. Все, мы соединили с вами круг. Дальше мы начинаем вязать второй круг. Сейчас мы будем высчитывать кое-что, и здесь нужно повторять, не ошибиться. Значит, мы делаем 2 петли подъема, потому что сейчас у нас этот ряд будет с накидом. Я покажу, что это. Поэтому и 2 петли подъема, чтобы у нас стенка была выше, нам нужно сделать. Раз. И еще раз. Раз. Дальше. Вот наша первая самая дырочка. Вот этот столбик идет, и вот от него прям дырочка сразу. Вот она. Мы в нее прям сразу, которая провязываем, засовываем. Мы делаем накид. Видите, просто на крючок накинула. Вот в эту первую дырочку. Вытащили. И сначала провязываем через 2, и потом провязываем через 2. Сейчас еще раз я все это покажу. Смотрите, я делаю накид. Вот уже следующая дырочка, да. Я в нее засовываю, вытаскиваю. У меня на крючке 3. Я беру нитку, сначала провязываю 2, и потом беру нитку, провязываю еще 2. А в этом месте мы начинаем делать первую петлю. Как она делается? Мы набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали. А теперь у нас, видите, идет просто косичка. Но перед этой косичкой есть место, когда вот эта вот полосочка и вот эта полосочка, они как бы соединяются в единую косичку. И вот вместе вот этого соединения мы просовываем вот в эту косу и вот в эту косу. Видите, где у нас эта полоска с этой полоской соединились и стали косичкой. Вот тут мы просовываем вот сюда. И теперь эту ниточку мы протаскиваем через все вот эти 3. Вот ниточка. И мы ее протаскиваем через те 2 и через вот эту. И закрепили. Получается, начало у нас выглядит как? Мы сделали подъем, провязали 1, провязали 2, во вторую сделали крючок. Дальше у нас начинается счет. Может, сейчас это сложно, но потом все вязание будет легче. Просто будете считать определенное количество, делать крючок, считать, делать крючок. В общем, реально легко будет. Делаем накид. Следующая дырочка. Ну, вяжем тут уже все с накидами, как я и показала. 1, следующая. 2, 3, 4. Этот ряд весь с накидами вяжется, ну, вот как я вам показывала. 5, 6. Сейчас я только покажу, где мы делаем крючки. 6, 7, 8, 9, 10. Вот, на 10-й мы делаем крючок. Опять 10 воздушных петель. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять находим это место. Оно сверху, прямо перед началом тоненькой косички, вот верхушечка. Упс. Дальше опять считаем и на 10 делаем опять такую петлю. Так будет не все время, поэтому сделаем весь круг вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять делаем с вами 10 воздушных петель и петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последний раз у нас такая же история. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот 10. Здесь у нас 10 с вами. Она заканчивается на пупырышках. Видите, вот они пупырышки такие. И на них у вас должна быть 10. Делаем 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем. И вот здесь у нас начинаются изменения. То есть у нас длинные части вяжутся, как я вам показала, а боковые части вяжутся не по 10, а по 8. То есть мы делаем на 8 такую петлю. Смотрите. Один, 2. Тут бока мы просто провязываем, ничего не добавляем, просто в каждую косичку и все. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На эту 8 мы делаем петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дальше мы опять вяжем и на 8 делаем петлю. Накид. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Здесь мы делаем петлю. Смотрите, вот у нас ряд с пупырышками, да, и у нас сошлось, что на этом ряде с пупырышками здесь петля, и на этом же ряде с пупырышками вот здесь петля. Делаем петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрите, сейчас дальше вы немножко провяжете сами. Как у нас должно быть? Провязываем 9 на 10 петля. Вот они сходятся с этой. Опять 9 на 10 петля. И опять 9. И вот тут на 10 петля. Они сходятся у нас все. Поняли? 10, 10, 10. И вот тут с края мы с вами встретимся. И провяжем вместе вот этот бок. И вместе я покажу, как заканчивать круг. Все. Так, вот мы подошли к этому кругу. Также на 8 здесь делаем петлю. Провязываем до нее. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Делаем петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем. И вот здесь, вот с этого бока небольшое внимание. Смотрите, у нас тут было 7 и петля, да? Здесь тоже между петлями у нас 7 и 7. А вот здесь вот петля, да, у нас. И вот здесь есть одна штучка от этого полукруга. То есть здесь у нас, получается, будет сейчас не 7, а 6. Потому что 7-я, она вот здесь, вот перед этой петлей. Уже вот здесь. И это надо не забывать в каждом кругу. Все, провязываем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, сейчас у нас будет соединение. Здесь тоже внимание, потому что вот на таком моменте мы заканчиваем. Видите? У вас остается как бы одна вот такая не провязанная здесь штучка. Вот она одна. Это не косичка, в которую нужно вязать. Это как бы соединительная такая штучка. Получается, что вот столбик, да? Вот он, крайний столбик. Из-за него держится вот эта одна горизонтальная штучка. Видите? Вот она. Это такая соединительная петля ряда получается. То есть в нее мы не вяжем. У вас всегда будет оставаться одна горизонтальная, держащаяся за вертикальную следующего ряда уже. Все, в нее мы не вяжем. Мы просто берем, вот у нас раз косичка, вот 2 косичка и вот 3. Она всегда будет вот сверху, вот эта 3 косичка. Ой. И мы под нее засовываем вот здесь вот. Вот 1, вот 2 и вот 3 косичка. Мы под нее засунули, вытащили и вот сюда. И соединили. Все. Это у нас соединение. Первый круг мы провязали. У нас все эти пупырышки ровно на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть они прям идут одинаково. Вот ряд с пупырышками, она тут. Все одинаково. Вы запомнили. У нас получается здесь в начале 1 на 2 мы делаем. Потом у нас идет 9 на 10, 9 на 10, 9 на 10, 7 на 8, 7 на 8, 9 на 10, 9 на 10, 9 на 10, 7 на 8, 6 и заканчиваем ряд. Так у вас будет дальше каждый круг. Круги будут чередоваться. Один круг такой, другой круг другой. Сейчас мы его вместе провяжем. И потом вы будете вязать сами, чередуя один такой круг,
другой вот как мы сейчас делаем. И они вот так вот меняются. Главное вот это расстояние все считайте, чтобы нигде ничего не сбиться. Итак, давайте я вам покажу, как мы вяжем следующий круг. Он вяжется без накида, поэтому здесь мы делаем одну воздушную петлю подъема. Вот, мы ее сделали. Дальше в эту дырочку, вот в саму, видите, вот эта полоска выходит вот из этой дырочки, самой первой. Мы в нее вот сюда провязываем одну. Накид не делаем, видите, просто провязали. В это место мы одеваем маркер, потому что когда петля без накида, она очень маленькая, ее плохо видно. Чтобы мы знали, где мы закончили. Вот мы провязали здесь. Дальше следующая петля. Мы просто опять провязываем. Дальше нашу вот эту петельку мы оставляем нетронутой. И получается, видите, ну, вот эти наши косички, да, они как бы с одной стороны к петле подходят, и вот со второй, вот она, вторая ее косичка. Мы петлю не трогаем просто сюда в бок, а в косичку вот в эту, которая, ну вот петля за нее крепится, мы в эту косичку просовываем и провязываем. То есть она как бы у нас вот тут осталась косичка. Ой, петля. И вот в следующую косичку точно так же. Все. Вяжем до следующей петли. Давайте вместе. Здесь никаких накидов, никаких прибавок, ничего не происходит. Это как бы, знаете, такой ряд, который закрепляет наши вот эти вот петельки, которые мы сделали. Просто в каждую косичку, без накидов, без ничего, без петель, без каких-либо. Мы по кругу в каждую вяжем. Сейчас еще раз с вами провяжем вместе петлю. Петлю мы провязываем точно так же, просто там мешается петля, поэтому мы ее как бы вперед наклоняем. Вот, перед петлей косичка. Просто в каждую косичку. Просто в одной косичке получается у нас петля, и она как бы нам немножко мешается. И вот мы эту петельку отодвигаем, потому что вот следующая косичка, за нее петля крепится. И провязываем. Ой. Ой, 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 ой. Застряли. Давайте еще раз. Вот у нас петля. И вот раз косичка, и вот вторая косичка. За эти две косички крепится петля. Мы их просто так же провязываем, а петлю убираем наперед, чтобы она нам не мешала. Как бы за ней провязываем. Все, делаем так по кругу. Смотрите. Вяжем вот так вот по кругу. Вот здесь вот мы в конце встретимся. Я покажу... Нет, давайте встретимся вот здесь, на этой петле. Я покажу, как мы вяжем и где мы заканчиваем, как соединяем вот такой вот ряд. Все, вот тут встречаемся. Итак, вот я провязала. Я обвязала вот эту нашу петельку с двух сторон, да. И вот сейчас заканчиваю ряд. Раз я тут провязала. Сейчас я покажу, где мы заканчиваем. Потому что здесь тоже есть одна вот эта горизонтальная петля, которую можно спутать, чтобы в нее не провязать. Вот. У нас последняя горизонтальная петля, мы в нее не вяжем. Получается, видите, вот наша стеночка боковая уже от этого ряда. И то, что за нее горизонтально держится, мы не провязываем. Мы всегда это оставляем. Вот это вот. Сейчас с этого момента мы соединяем. Также вот сюда вытаскиваем и вот сюда. В следующем ряду потом вы себя проверите, у вас тут ровно должно быть 6 до конца, и вот, ну, как мы вязали первый ряд. А сейчас мы начинаем здесь вязать точно так же, как мы провязали первый ряд вот с этими петлями. Потом мы вяжем опять ряд без накида, закрепляя, то есть все то же самое. Вот мы делаем 2 воздушные петли, сделали накид. Вот первая дырочка. После вот этой полосочки, вот она первая дырочка. Мы в нее сюда. 1. Дальше накид. Вот следующая дырочка. Мы в нее 2. Здесь мы опять делаем 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем. И вяжем точно так же, как и вязали. Вяжем 9 в 10 петлю, 9 в 10 петлю, 9 в 10 петлю, 7 в 8 петлю, 7 в 8 петлю, 9 в 10, 9 в 10, 9 в 10, 7 в 8, 6 и закрываем ряд.
провязали, потом опять вяжем ряд без накида. И так мы с вами вяжем, 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 вяжем до вот этого момента. И когда у нас с вами получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 таких петелек, и последний ряд у нас маленький без накида, закрепляющий ряд, вот мы его провязали тоже. На этом моменте у нас с вами уже поменяется наша техника вязания. Все, провязывайте вот до этого. Что мы делаем дальше? Смотрите, когда вы провязали. Сейчас мы будем с вами закрывать вот эти вот петли. С этой стороны в середине 2 и с этой стороны в середине 2. Для этого нам нужно их вот так вот все собрать в красивую косу. Смотрите, получается, что нам нужен здесь ряд, куда мы закрепим эту нашу петлю, чтобы дальше не провязывать. Поэтому в этом ряду мы делаем такие петельки везде, кроме вот этих вот средних рядов. В средних рядах мы больше петельку не делаем. Давайте провязываем все это вместе. Делаем, как мы уже умеем, 2 петли подъема. 1, 2, накид. Провязываем 1, провязываем 2, 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем. И дальше мы вяжем до этого места. И здесь только делаем петлю нашу следующую. Здесь мы ничего не делаем. Давайте считать все равно будем, чтобы ничего в бок у нас не ушло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы здесь петлю не делаем. Все, поняли. Теперь заново считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь мы петлю тоже не делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Здесь мы делаем уже петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, здесь мы сделали петлю. Дальше мы вяжем. Видите, да, здесь у нас нет. Здесь есть. Вот у нас, да, рисунок. Дальше мы вяжем с вами. Тут все как обычно. Тут петля, тут петля. С этой стороны мы также вот это все закрываем. Вот этот ряд, вот этот вот ряд мы закрываем. Да, то есть 2 ряда в середине у нас закрытые.
здесь петля, здесь петля, здесь петли мы не делаем, вот тут вот. И также до конца ряда и закрываем этот ряд. Давайте провязываем круг с вами, закроем вот здесь и встретимся, я покажу, как уже закрепить вот эти все петли. Так, мы провязали, закончили с вами этот круг, вот я его закрыла. Теперь начинаем ряд без накида, и в этом ряду мы будем закреплять вот эти наши средние штучки. Нам нужно их до конца вот так собрать все. Как мы вяжем? Здесь вначале мы вяжем, как обычно, петля подъема в первую. На нее одеваем маркер, да, чтобы не потерять. И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В эту 10-ю петлю я поднимаю сюда нашу эту штучку, в нее, в 10-ю, и вытаскиваю через них и соединяю. Поняли, да, как? Здесь вы видели, откуда я начала считать. То есть мы провязали здесь 1 и 2, потому что во вторую мы обычно делаем нашу петлю. И после этого начали считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 10-й закрепили. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-й сейчас будем закреплять. Вот у нас 10-я петля. Мы поднимаем ее сюда. В нее. Вот сюда. Вытащили. Закрепили. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, и дошли до петли. Значит, все у нас правильно вышло, все мы тут верно закрепили. По такой же аналогии мы провязываем ту сторону, точно так же закрепляем. И вот здесь заканчиваем круг и встречаемся с вами. Мы соединили вязание, обрезаем эту нитку, не длинную, немножко прям вытаскиваем, и все. Основная часть сумки у нас закончена. Вы видите, у нас закрыта. Она сейчас чуть-чуть перекашивается, потом все выпрямится. У нас закрыта середина с этой стороны и закрыта середина с этой стороны. Теперь мы будем вывязывать дальше сумку. А вот это место вы просто завязываете, ну, в узелок как-то красиво, да? Лучше на внутренней стороне. Вот так вот одну. И потом ее просто можно будет, как мы снизу ввязывали, также ввязать и обрезать потом. И все. А теперь нам нужно с вами сейчас будет вязать один бок и потом второй бок. Вот эту часть мы больше не провязываем. Мы будем вязать от этой закрытой косички вот так вот до этой закрытой косички. Для этого нам нужно найти с вами, давайте вот с этого вот сначала края, не где у нас веревочка, а вот с этого. Нам нужно найти с вами вот здесь вот середину. Кажется, что середина вот она, вот здесь, вот эта вот петелька, прям такая большая над петлей. Но нам нужно за середину взять чуть правее петлю, вот эту, потому что у нас именно в этих петлях делается вот эта штучка наша. И попробуем, если это середина, высчитать туда. Ее не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Одеваем сюда маркер. Поняли? Мы взяли здесь от петли. Вот она тоже относится к этой петле, но она та, что правее от нее. И, не считая ее, в обратную сторону 18. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот она, видите, у нас с одной стороны 18 получилась перед косичкой, с другой стороны она как бы после косички. Но мы сейчас, когда провяжем, это не будет видно. Это из-за того, что эти косички идут с таким наслоением, и они с одной стороны как бы за косичкой, а с другой стороны перед ней оказываются. Вот. В общем, главное найти середину от крючка. Вот от этой петли вот дырка, но нам нужна вон та, что правее, потому что именно вот в этой правее мы провязываем всегда вот эти петли. И вам прям можно отсчитать, вот тут у нас будет петля, потом будет 7, вот тут 8-я петля, потом будет 9, и вот тут мы как раз 10-ю петлю должны бы вязать. В общем, от этой штуки 18 закрепили, 18 закрепили. И то же самое вы делаете с противоположной стороны. Давайте сейчас я отсоединю противоположную, и мы сделаем ее вместе. Вот у нас в противоположной стороне находится вот это наше место. Здесь мы поднимаем, находим дырочку, которая прям напротив, да, вот она. И нам нужна та, что правее. Вот она, мы сюда закрепляем. От нее отсчитываем 18 в одну сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Она получается дальше прям ее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут у нас завязано 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот она, 18 прям на ней. Ну вот они чуть-чуть не сходятся две стороны, но нам нужно, чтобы все было одинаково. Итак, начинаем вязать дальше. Мы берем нитку. Вот в это место, где у нас маркер. Засовываем. Просто вытаскиваем. И делаем 2 петли подъема. У нас ряд с накидом идет. Эту ниточку мы будем ввязывать вот сюда. Просто кладем ее вдоль. Сейчас будем закрывать. Делаем накид. В ту же петлю, откуда у нас вот эта косичка вылезает, где у нас был одет маркер, туда же мы провязываем 1, 2. У нас скоро будут небольшие изменения. Следующая петля. 2. Следующая петля. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Теперь смотрите, у нас с вами остается 1, 2. И вот в этой третьей уже должна у нас быть вот такая же петля. Как понять? Вот у нас петля, и у нее есть вот одна ячейка, и вот правая вторая ячейка, да, от нее. Вот здесь в правой ячейке всегда мы провязываем петли, а перед ней остается у нас 1, 2 пустых. Тут мы делаем убавки. Как они делаются? Вы, как обычно, делаете накид, провязываете 1, и на этом стоп. Потом опять накид, провязываете 2 и провязываете все 3 вместе. Все, мы сделали убавки. Дальше. Вот у нас петля, сюда мы делаем... Вот у нас дырочка, сюда мы делаем эту петлю. Провязываем обычно 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь уже все просто, тут абсолютно как мы вязали. Накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8-ю, как всегда, сбоку мы делаем с вами петлю. Вот у нас как раз здесь маркер.
8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10. У меня что-то начал садиться голос, я не знаю почему, поэтому, если вдруг он сейчас сядет, сорян, надо уже доснимать это видео. Здесь также мы делаем 7 и на 8 петля у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 8 петля. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь смотрите, после петли, так же как и там перед петлей, 2 вот перед петлей у нас убавка. Мы делаем накид, сюда провязываем 1 стоп, накид, в следующую провязываем 1, и вот теперь провязываем эти 3 вместе. Все, мы сделали убавку. И дальше мы вяжем до нашего крючка. Это было у нас 1, потом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот это место 9. Все, у нас сошлась та и эта сторона. Сейчас накид. 9. У нас вот здесь в начале было 8 обычных сокращений, это 9. И здесь у нас также с вами сокращение 8 обычных, итого 9. 9 и 9. Все, у нас обе стороны сошлись. Это отлично. И теперь нам просто все уже легко вязать, зная, что все у нас верно. Следующий ряд, это у нас ряд без накида. И у нас тут убавки уже происходят в другом месте. Смотрите, мы делаем подъем и провязываем не в первую, вот сюда, как обычно, а во вторую, вот сюда. Вот. Это у нас такая убавка получается. То есть не сюда, а вот сюда. Одеваем маркер, чтобы не потерять. Все. И дальше вяжем до конца. В конце мы также сделаем убавку. Здесь у нас убавка в начале и в конце. Следующий ряд у нас будет с накидом. Там тоже будут изменения у нас. Значит, смотрите, здесь мы, когда доходим до петли нашей, она у нас остается с той стороны. Мы ее туда наклоняем. И вот провязываем в косичку. Ничего не пропускаем. Все, вяжем как обычно, довязываем вот до этого края, и вот здесь краю я включаю и покажу, как мы делаем убавку вот здесь вот. Смотрите, я довязала до этого бока, а здесь у нас есть вот косички сверху, и вот наша верхняя косичка, последняя, на которой мы должны закончить наше вязание. Вот она. Если мы развернем, то вот у нас, ну как обычно мы всегда заканчивали, 1, 2, 3. Третья косичка, где мы закрепляли ряд всегда. Вот она, последняя коса сверху. Нам можете одеть маркер, чтобы ее не потерять. Нам нужно не довязать до нее еще одну косу. То есть, смотрите. Сейчас, давайте. Вот. У нас осталось 1 косичка и вот 2 косичка. 2 последние косички. Как мы сокращаем здесь? Мы засовываем сюда. Вытаскиваем, не провязываем. И засовываем в последнюю. Вытаскиваем и провязываем 3 вместе.
Все, мы сократили этот бок. Дальше мы разворачиваем. Опять у нас начинается ряд с накидом. И здесь у нас убавки будут выглядеть еще иначе. 2 петли подъема, накид. И теперь мы тоже не провязываем в первую вот эту петлю. Больше мы сюда не вяжем. У нас начинается убавляться передняя эта часть. Мы провязываем вот сюда, вот во вторую. У нас получается 1. Надо считать, чтобы у нас не сбились наши бока. 2. 3. 4. 5. Смотрим, значит, здесь у нас петля, здесь у нас будет. Все, тут сокращаем. После 5-й мы сокращаем. Накид. 1. Накид. 2. И вместе. Все, это у нас 6-я была. 6-я у нас сокращение. Теперь мы вяжем петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше у нас нет с вами никаких изменений. 7 петля, 7 петля. И вот здесь встретимся, и вот эту часть опять провяжем вместе, чтобы у нас получилось 6, чтобы она сошлась вот с этой частью. Все, вот тут с вами встречаемся. Здесь вяжете, как и всегда. Я провязала эту петлю. Сразу после петли у нас идет сокращение, вы помните. 1. 1. Сокращаем. Это у нас получается как бы 1 общее. Всего у нас должно быть 6. 2. 3. 4. 5. И вот 6-я, видите, у нас осталось 2, но у нас начало и конец тоже сокращаются, вы помните, да? И мы делаем такое же сокращение. 1. В последнюю 1 и сокращаем. Все. Теперь у нас с вами идет ряд без накида. В этом ряду у нас все то же самое. Мы делаем подъем. Первую мы пропускаем и вяжем во вторую. В нее обязательно одеваем маркер, потому что она маленькая, и чтобы не провязать куда-то не туда, не пропустить ее. Все, здесь мы вяжем по кругу, у нас ничего не меняется. У нас здесь только убавка в начале и будет убавка в конце. В конце тоже включу, опять ее вместе провяжем. Здесь все как обычно. В конце вы также находите 2 последние ваши петли. Ну, с изнанки, это, с наружной этой стороны это удобнее делать. Но вы уже помните, да, как мы делали? Вот она, последняя косичка, вот предпоследняя. Заводите, вытащили, заводите, вытащили, соединили. Теперь у нас последний ряд такой, как мы вязали, и потом у нас будут изменения. Точнее, последние 2 ряда. Ряд с накидом, ряд без накида, и потом будут у нас изменения. 2 петли подъема. Но давайте вязать вместе, чтобы не сбиться с счетом. Накид. Первую мы не провязываем, вяжем во вторую. 1. Следующая. 2. И теперь мы делаем сразу сокращение. 1, сокращение, 1. То есть у нас получилось 3 в этом ряду. 1, 2, 3. Все, дальше у нас идет петля. Здесь все как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь без изменений 7 петля, 7 петля. И вот здесь с вами встретимся, опять 3 вместе провяжем. Так, закончили. Делаем сокращение сразу. 1, 2 вместе. Это у нас 1 получилось. Потом 2.
И последнее тоже сокращение. Раз. Два. Все. А теперь мы вяжем с вами ряд без накида. Обычный, да, вы там все помните. Мы делаем убавку только в начале и в конце. Подъем, пропустили во вторую. 1. Одели маркер. У нас здесь сразу уже косичка. Все, вяжем с вами до конца, вот до этого места. Здесь вместе делаем убавку, и в следующем ряду у нас будут изменения. Смотрите, я провязала вот после косички, которая сразу, да, потом вяжу еще одну, и потом сразу убавка. Раз, раз, убавка. Теперь у нас вот такие изменения. Вот эту петлю и вот эту петлю мы не вяжем в этом ряду. Мы вяжем только вот эту, она у нас провязывается всегда. 2 петли подъема, накид. Первую пропускаем во вторую. Раз. В следующую. Тут у нас должна была быть петля, ее нет. После нее считаем, как обычно. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Здесь у нас петля. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединили. И дальше вяжем, не провязывая последнюю петлю. И в конце делаем убавку, так как мы всегда делали. Ну, давайте довяжем вместе. Да, чтобы туда-сюда и набегать. Так, вот у нас остается раз и два. И мы делаем здесь убавку. Накид. Провязали. Накид. Провязали и соединили. А в следующем ряду у нас тоже будут изменения. Мы будем закреплять наши вот эти петли. Для этого нам нужно собрать вот так же все эти косички с одной стороны и со второй стороны. Середина нам не нужна. Середину мы не закрываем. Она будет вязаться по всей длине ручки. В общем, поняли, собираем вот эту вот и собираем вот эту вот косичку. Мы с вами делаем одну петлю подъема. Первую вот эту мы пропускаем. Во вторую мы засовываем крючок. Одеваем сзади вот эту нашу косичку. И протаскиваем. Раз. И сшиваем. Дальше мы вяжем до второго бока. Главное посмотреть, чтобы вы там целиком всю косичку собрали, и никакие детальки у вас не остались болтаться. И сейчас я покажу вам, на каком моменте мы закрываем ту косичку. Ой, нет. Вот. Итак, смотрите, у вас остается одна и последняя косичка. 2 косички у вас остается. Вы засовываете сюда, засовываете туда, достаете, засовываете сюда, достаете. Ну, то есть у вас такое же здесь сокращение, и в этом сокращении вы еще плюс цепляете косичку. И закрыли. Все.
У нас с вами сейчас средняя осталась пустая, 2 боковые косички у нас закрыты. Теперь мы провязываем с вами последние сокращениями. Мы делаем накид. Первую дырку мы пропускаем во вторую дырочку. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это было у нас 8. Дальше 9. Дальше 10. 11. 12. 13. 14. И у нас сокращение опять последнее. 1. Ой. Накид. Накид. И сократили. Все, с этого момента у нас заканчивается сокращение, больше мы сокращения не делаем. Теперь мы вяжем в каждую дырочку, начиная с самой первой, накид, и мы вяжем вот сюда, в самую первую дырочку, в ближайшую к этой полосочке. Давайте вместе провяжем с вами сейчас ряд, который с накидом. Две петли, 1, 2, накид, и провязываем в первую дырочку, вот сюда, вот в самую первую. У нас также должно получаться теперь 15 раз всегда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8-й мы делаем всегда наши петельки. Мы их делаем по всей длине ручки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это у нас было 8. Дальше 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, дальше мы вяжем без накида с накидом, без накида с накидом, туда-сюда 15 раз, всегда делаем эти штучки. Это у нас с вами уже вывязывается ручка. Мы вяжем нужную длину ручки, которую вы хотите. Я не знаю, короткая вам нужна ручка, либо длинная. Сколько у меня будет ручка, я сейчас провяжу и скажу вам, сколько у меня вот таких боковых штучек. Заканчиваем ручку мы на ряде без накида, на узеньком ряду. Когда вы вывяжете нужную длину ручки, вы начинаете то же самое вязать со второго бока. Повторяю то же самое. Получается у вас пол ручки с одной стороны, пол ручки с другой стороны. И вот тут в середине мы ее сошьем с вами. Все, вывязываем эту сторону той длины, которая нам нужна. Потом вывязываем эту сторону и встречаемся на сшивании ручки.
Смотрите, ручка у меня вышла 25 таких петелек. Я провязала 25-ю, провязала ряд без накида. И чтобы закрыть ручку вот так вот, нам нужно провязать один ряд без петелек, чтобы было куда ее закрывать. Здесь все как обычно. Вяжем, как и вязали, просто не делаем в этом ряду в последнем петельки. Дальше потом мы закрываем, так же, как мы в сумке закрывали, когда провязываем ряд без накида. И сшиваем ручку, и в целом все, у нас сумка готова. Провязали, собираем все наши петельки в косичку. И вяжем ряд без накида и закрепляем. Подъем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Где она там у нас выскочила? 8. И все до конца. Так, теперь смотрите. Ниточку мы отрезаем подлиннее, потому что этой ниточкой мы будем сейчас сшивать. Вытаскиваем. Здесь можно ее завязать еще. Для надежности. Кстати, когда... Сейчас, ладно, завяжу, покажу. Когда я вязала вторую ручку, я тоже там оставила ниточку покороче, но сейчас покажу для чего. Сумку выворачиваем наизнанку. И смотрите, ручку мы сшиваем. Смотрите, ручку мы сшиваем. Видите, вот у нас косички идут. У нас 15 косичек. И мы берем здесь первая косичка. И здесь первая косичка. И протаскиваем нитку под первыми косичками. Поняли, да? Потом дальше. Здесь вторая косичка. Здесь вторая косичка. Можно вот так вот их просунуть. И в дырочку. Ну, как узел вот завязываете, когда шьете. И, в общем, вот так мы прошиваем эту до середины где-то, ну, чуть подальше. Но не до конца. А с этой стороны мы вот эту начинаем прошивать. И они у нас вот тут вот встретятся. Мы их завяжем на узел и спрячем. Все, довязали, завязываем. Пару раз. Ниточка нам такая длинная не нужна. Что-то я размахнулась. Завязали. Можно еще по одной завязать. Ну, так. Ну, не переусердствовать. А то можно такой узел навязать, что потом его ощущать будете. Эти вместе. И вот эти. Все, и теперь вот эти ниточки, ну, по две можно. В одну сторону прячьте через наше вязание, вот это, которое мы сейчас сделали. Просто по-всякому запутываете через вот эти штучки. Не очень далеко, так, немножко, знаете, попутали и отрезали. А эту там в другую сторону и отрезали тоже. И в целом все. С этой стороны, видите, у вас аккуратно вот так вязание. Да, она тут не до самого конца доходит, но по-другому это никак не сделать. Здесь просто вот такое ровное. Нитку надо отрезать. С ленточками вы уже сами смотрите, да, что вам там нравится, что вы хотите. Где-то 1,5 метра на одну сторону получается. Но это опять же, если вы хотите, чтобы у вас длинная болталась, то длинную. Если короткую, то короткую. У меня вот это серебряное получается 1,5 метра. Не в каждую я делаю, вы видите, да?
Я пропускаю достаточно много. Но, опять же, это дело вкуса. Как хотите. Можете взять просто дома любые старые вещи. Платье какое-то, да, там прикольное, если у вас есть. Взяли, разрезали на ленточки. Взяли джинсы какие-то, разрезали. Тонкие у вас, бахромистая такая ленточка. Но вариантов масса. Захотели, связали себе ленточку. Ну и все, дальше бантик. Смотрите, здесь еще такие кончики, но не знаю, как у вас, а у меня, видите, они так пушатся. Их надо, наверное, зажигалкой прижечь. Я не буду этого пока делать, я на улицу выйду, потом сделаю, потому что, зная меня, зажигалка детям не игрушка. Вот, но вы тоже имеете в виду, что если у вас будут кончики, которые лезут, их надо прижечь. Аккуратно, не сильно, чтобы она, сама ткань не сожглась так слегонца. Все, давайте мерить. Девочки, мы с вами в который раз связали шедевр. Мы огромные молодцы. Подписывайтесь в Инстаграм и в Телеграм. В Телеграме у нас есть чат, вы можете там скидывать свои работы, задавать девочкам вопросы, задавать мне вопросы. То есть у нас такое наше комьюнити прекрасных творческих женщин, девушек, девочек, дам. Может быть, у мальчиков, кто знает. Вот, поэтому присоединяйтесь, давайте дружить, давайте вязать. До новых встреч, пока-пока.